Всем привет! С вами TUF Project. Компания Netflix все активнее развивает направление аниме. На последней выставке, посвященной этому направлению, компания анонсировала более десятка адаптаций и эксклюзивных тайтлов, и одним из самых запоминающихся стало аниме по вселенной Dota 2. Предыдущие проекты компании были не столь успешны и выделялись лишь единицы, такие как Би Начало, Castlevania и Великий Притворщик. Хотя с первым, во втором сезоне тоже что-то странное происходит. Но сегодня мы поговорим об игровой экранизации. Кто-то сказал про игры? Я в этом шарю. У меня как раз новое видео подоспело. Да не об играх, об экранизации Dota Dragon's Blood. Но за консультацию по персонажам спасибо. Вернемся к теме. Сам тайтл на данный момент является довольно самым знаковым для Netflix, так как в нем соединяется производство от студии Мир, подарившей нам Аватар Легенда о Корре, и огромная фанбаза Dota 2. А значит, в случае успеха для Netflix и Valve открываются перспективы развития гигантской анимационной франшизы. Давайте посмотрим, что из этого вышло. А если вы давно являетесь преданным фанатом Доты, то у нас для вас есть кое-что интересное. На сайте goodbrelog.ru вы сможете найти кучу тематической атрибутики по вселенной Dota 2. Плакаты, футболки, брелки и многое другое. Даже елочными шарами можно заранее запастись. А для зрителей нашего канала Goodbrelog подготовил сразу несколько классных подарков. Сертификат на 500 рублей для заказов от 2500, ссылку на который вы можете найти в описании под видео. Скидку к вашему заказу по промокоду TUF Project, а также дополнительные приятные подарки для всех покупателей, кто в комментарии к заказу напишет «Привет от TUF Project». Всю информацию вы найдете в описании к этому ролику. И не забудьте похвастаться нам своими покупками. Начну, пожалуй, с того, чтобы сразу разобраться с возможными комментариями в духе «Но это ж не совсем аниме». Ты не шаришь, оно сделано в Америке, значит не аниме. Это анимационный сериал, а не ваши китайские мультики. Что ж, вы будете правы и не правы одновременно. Изначально термином аниме обозначалась мультипликация японского производства, а теперь уже и всего азиатского. Однако сейчас именно в Азии производится большая часть анимационных сериалов, а студии из-за рубежа уже давно стали копировать стиль азиатской рисовки. Сейчас граница для терминологии стала довольно размытой, как из-за стиля рисовки, так и из-за места производства. Даже сам термин аниме — это сокращение от английской анимации. Так что я буду называть Dota Dragon's Blood аниме тайтлом, а вы уж сами можете выбрать почему. Из-за удобства для сокращения или из-за рисовки. А для последователей производства в Америке студия Мир находится в Южной Корее. Еще до выхода на экраны главной проблемой аниме виднелся сюжет, ведь его авторам нужно было писать, опираясь только на существующий лор Доты, который сам по себе является очень богатым, но слабо связанным между собой. И здесь кроется главная проблема сериала – выбор главных героев. Очевидно, что Netflix сделали ставку на привлечение именно многомиллионной игровой аудитории Доты, а не сторонних зрителей. Но тогда почему для повествования были выбраны такие скучные герои? Для тех, кто никогда не играл в саму Доту, объясню. Из более сотни игровых персонажей, главные герои Dragon Knight и Мирана в рейтинге популярности внутри самой Доты далеко не на топовых позициях и по своим навыкам, и по своему лору. То есть это далеко не самые любимые персонажи той аудитории, на которую нацелено это аниме. Похожая ситуация обстоит с персонажем Луна, но о ней позже. Конечно, у меня есть предположение, что такой выбор был обусловлен тем, что это персонажи-люди, а значит меньше сложностей для дизайнеров и аниматоров, да и вообще для всего сценария. Но сделаем вид, что данный ход был сделан для того, чтобы зрители, незнакомые с самой игрой, сразу не сбежали. По этой причине сюжетные линии Драконьего Рыцаря Девиана и Мираны смотрятся очень скучно и клишированно. Мы видим, как Девиан получает силу дракона, но развитие персонажа за 8 серий минимально. А история Мираны — это классическое приключение по кругу. Пойди туда за тем-то и принеси обратно. Даже небольшая любовная линия между персонажами выглядит натянуто. Словно в современных российских фильмах. Любовная линия есть, но если ее убрать, вы ничего не потеряете. Любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Гораздо лучше дела обстоят с другими персонажами. Луна, хоть и не является особо популярным персонажем у комьюнити Доты, в аниме представлена как полноценный, сформировавшийся персонаж со своими убеждениями и мотивацией, отчего наблюдать за ее действиями гораздо приятнее.
Еще лучше обстоят дела с Инвокером, который популярен у игроков, а его сюжетная линия, развивающаяся во второй половине сезона, полна интересных событий, даже с небольшими неожиданными поворотами. Есть еще персонаж Terror Blade. В аниме его показали довольно немного, хотя на нем завязан важный сюжетный поворот, но этого пока что маловато для оценки. В сюжете есть еще 3 важных персонажа, за которыми нет игровой основы. Богиня Селимина, охотник на драконов Кейден и эльфийка Фимрин. Последняя имеет довольно важную роль в сюжете, и возвращаясь к старой теме, все эти персонажи прописаны лучше, чем Девиан и Мирана. Но не только в сюжете есть огрехи. Есть вопросы и к качеству картинки. Студия Мир не новички, и от них ждешь хороший уровень анимации, но получаешь ее почему-то только в экшн-сценах. Нет, безусловно, сцены боев, драк и погонь выглядят действительно хорошо, но стоит им закончиться, и анимация тут же проседает. Некоторые моменты нам вообще показывают статичными кадрами. И это мало похоже на тот случай, когда это такой красивый постановочный ход. Казалось бы, Netflix и Valve, неужели у них мало денег? В общем, к некоторым сценам в аниме есть отдельные вопросы по качеству, благо во второй половине визуальных огрехов все же меньше. Но что действительно замечательно в этом аниме, так это музыка. Хотя опенинг и эндинг не в счет. Когда-нибудь в Netflix поймут, что на это тоже надо давать денег. Экшн-сцены ощущаются еще лучше. Отдельный саундтрек и вовсе хочется себе в аудиозаписи добавить. А слабые сцены сюжетного повествования не тянутся совсем уныло, благодаря замечательной работе композиторов. Конечно, создатели аниме еще можно упрекнуть в том, что они обещали великое множество отсылок на саму игру, а на самом деле мы увидели, как некоторые персонажи пару-тройку раз использовали свои игровые способности, торговцы из потайной лавки, да несколько игровых предметов. Впрочем, из отсылок теперь понятно, почему Мирана так часто промахивается стрелами. Будем? Еще отдельные специфические плюсы можно зачесть за то, что это аниме от Netflix, но тебе не пихают в лицо ЛГБТ-тематику, а еще за очень мемного персонажа Марси. Ты права. Мне нужно поспать. Утро вечера мудренее. Девион все поймет. Надеюсь, в будущем ее раскроют. Если подводить итоги, то мы получаем довольно среднее аниме, в котором основная часть является самым слабым местом. Но как первый опыт для вселенной Dota его нельзя назвать провалом. Вряд ли это аниме зацепит кого-то, кроме Dota 2 комьюнити, но это неплохой старт для развития вселенной. Тем более, что один из аниматоров проекта в интервью подтвердил, что работал над 24 эпизодами сериала, а значит, продолжение обязательно будет, и понадеемся, что развитие сюжета в продолжении будет более значимым. А с вами был Tough Project. Расскажите в комментариях, смотрели ли вы Dota Dragon's Blood и как вы оцениваете данный тайтл. А еще ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оцените новое видео нашего друга Келмора, заходите на наш Discord сервер, не болейте, не скучайте и до скорого!